27 июня, 3 часа дня, 2019 год. Мы плывем. Почти. Водичка, как нам сказали, на критическом уровне. Деревья поснимай. Дамба пока спасает. Был когда-то видимый остров, но теперь мы его видим только частично. Обжилкомхозту нам предупреждает: запасайтесь водой, едой и лекарствами. На 3 дня в любой момент могут отключить воду. Они как дороги доделать, да? Водичка, водичка. Еще чуть-чуть, и тот берег затопит. Еще чуть-чуть, и затопит этот берег. Тулун, куда ж ты плывешь? Вода, вода. Везде вода. Смотри, люди идут. Это сегодня 27 июня. 27 июня 2019 года. По количеству людей, которые крутятся возле берега, можно уже понять обеспокоенность местного населения. Это 27. Да. Посмотрим, что будет числа 1-2. 3 часа дня. Интересно, насколько водичка. Власти этими делами. Водичка на 4 метра выше критического уровня. На 4 метра? На 4, нет? На 40 сантиметров, по-моему. На 40 сантиметров? А, простите. Угу! Ха-ха! Красота! Красота! Еще месяц назад на этом самом бережку, рядом с этими деревьями, мы собирали камни для аквариума. О! Как? Фу! Вот так вот, вон на тех камнях мы с ребенком устраивали берег, пока папа собирал на берегу камешки. Это было там. А кто мешает потом записать дома без ветра? Район Зеса. Напротив оптовки. Разлилось местное озерцо. Несколько опор. Лэп полностью в воде. Этого вчера всего не было, буквально позавчера. Была только лужица вон там вдали. Ну, для понимания, вот у нас оптовка. За кустами виднеется. Едем дальше. Вот такая вот дорога. О, может снимать хорошо, он повернулся и лишь один. Вот так вот. Красота. Не дай-ка я на свой сниму. У меня заряжены все, что я.
Страдают от паводка не только люди, но и рыбы. Да. Вот, который поменьше, ему хоть место есть какое-то, а который побольше, все. Давай-ка, Михалыч, спасем кого-нибудь. Ну чё, друган? Ох! Ах, какой ты скользкий, собака! Ага. Так, сейчас тебе помочь осталось. Давай-ка, дружище, не прячься от меня. Не надо меня стесняться. Вот тоже бедный уже выдохся. Ты смотри, какой бодрячок. Вот тоже, смотри, он уже это, на изморье, так сказать. Мне кажется, он даже и брыгать сейчас не будет. А, ну ясно. Так у него уже движение минимум было. Это что ли способствует? Ну что, ну жалко. Нового года. Штурман Владик. Полдень. Я уверен. Ну иди дальше, что ты. Допускается в твоем видео, если я трусивший сниму. А? Лучше не надо. Шокирующий контент могут не пропустить. Ну вот это вот у нас дорога СНТ, лесопильщик. Позавчера еще на велосипедах ездили туда. Сегодня вот дедушка Михалыч, приподняв шорты, если вчера 27 числа вода прибавлялась в среднем на 5 сантиметров в час, то сегодня с утра уже на 7. Ночью было поменьше. Два орла. Один по воде идет, другой летает над ним. Не помогает, говорит, большая вода, рыбный ловит. Не ловится. Отпускай, конечно. Опа. Фу. Че тебе этот карась? Че тебе этот карасик даст? Бабушкин ожарёх. Он мне ничего не даст. Бабушкин ожарёх. Бабушки чё? Бабушки пенсионерки с маленькой пенсией. На волю просятся, да? Все выловлено крепкими мозолистыми руками Михалыча. Господь Бог возносит на небеса, но и с небес на землю сбрасывает легко. Как только человек начинает мнить что-то о себе, Господь заявляет о себе. Еще пару дней назад я вот это место называл лужей, а сейчас эта лужа вот А сейчас это море? к ногам По сибирским меркам. подобралась. Все уже скоро смоет все наши конструкции. Ну не должно, все должно успокоить. Ну, паводок, он обычно же длительно сильно не бывает. Бывает, Конечно. ну, неделя может быть продолжительностью. Ну, Я думаю, если к 3 числу устоим, значит устоим. ну, насколько нам известно, паводок в мире был на земном шаре всего один. 40 дней и 40 ночей. Так что и всего Ной спас. Вчера здесь были буквально
Вода подступила уже меньше метра. Меньше метра осталось до уровня дамбы в этом месте. Это вот улица Профсоюзная. Деревья в воде. И здесь вот меньше метра. Это у нас 2 часа дня 6 июня, 28 июня. Местные жители по соседству выражают свою обеспокоенность в матерной форме. Их можно понять по состоянию на 2 часа дня 28 июня. Уровень воды 8 метров 80 сантиметров. На 1,80 м превышает критическую отметку, после которой объявляют режим чрезвычайной ситуации. За последние 2 часа вода прибыла на 30 сантиметров. По 15 сантиметров в час. Вчера было по 5. Прогнозы неутешительные. Очень сегодня тревожно в славном городе героев ПВО. Тревожно не то слово. Даже пилот вертолета застыл в нерешительности, взлетать ему или садиться. Завис в воздухе. Вроде бы садится. Или взлетает. Пошел вверх. Очень много местных жителей сегодня здесь. Могу представить, что будет вечером. Понимаю их беспокойство. Не понимаю, как здесь можно будет сегодня ночевать, спать в смысле. Этого я не понимаю. Я бы не решился. Пытается усилить низкие места дамбы, насколько я могу судить.
сомневаюсь, что это будет эффективно. Но что-то делать надо. Это правильно. Мост стоит. Пока стоит наш мост. Еще метра 3 продержится. Вечером, я думаю, будет больше спецтехники. Тулон стиснул зубы. И люди страдают, и рыбы, и деревья. Местные жители ведут себя абсолютно по-разному. Кто-то сидит на берегу, надеется на лучшее, кто-то уже вывозит бытовую технику, ценные вещи. У кого нервы послабее, они уже пьяненькие, ходят, матерятся, руками машут в злобном бессилии. А есть и такие крысы, что недвижимость на Авито выставляют срочно. Вот там где-то река. Я уже минут 15 поднимаюсь жестко в горку с велосипедом. И еще минут 15 буду вот штурмовать такую красоту. Вот так вот, мой юный друг. Хороший контент просто не достается только потом, кровью и стараниями. Там, а вот на Радище, там мост почти утонул, но еще держится. Автостанция в воде. Там все вообще жесть. Сплошная вода. Левый берег я снимаю. Все плывет. Все в воде. Дворы в воде. Дома по крыше в воде.
Красиво вот такие. Что-то хорошо сделано. Поэтому типа кричали. Интересно, что в русском языке нету слова, которое бы обозначало пострадавших от наводнения. От пожара погорельцы, а от наводнения нету слова такого. Нет, это другое. Погорельцы, они же тоже не заживо сгорели. Катька недоступна, у Игоря линия занята. Я до них дозвониться. Вот одна крыша. Нет. Вот там. Нет. Следующий. А почему они не поплывут дома? Как будто бы мало воды здесь. Когда их все затопят, тогда. Насыпано наверх. Наверх насыпано. Насыпано нормально. Да видишь, посырмал, на крыше можешь опилки. Шлак, он лед его снимает. А если крыша шлак, он потолок выходит. Потолок тебе. Туповуху уже оторвал. Мы здесь у вас на берегу, зрелище, конечно, пиздец. Другого слова нет. Ты там? Вода. Ну, дождь перестал, да? Дождь перестала. Улица Профсоюзная, город Тулун, 28 июня, начало 10 вечера. Уровень воды 10,5. Товарищ Пивень не помог со своей дамбой. Заботы начальства. Нет, это если бы я был начальник, у меня бы голова болела. Сука, дальше все это дело. Полы там пойдут винтом, линолеум, хуёлем, все это дело назад. Скрывать, перекрывать. Тулун сегодня прославился, да, будем завтра, послезавтра все вместе говорить: Путин, помоги. Да. Потому что денег ни в областном, ни в городском бюджете мы не найдем. А в моей стране все есть. Слышал же песню Слепакова? А в моей стране все есть. Нефтянистика, все есть. У кого-то нет интернета, у кого-то нет света уже, воды уже нет ни у кого, по-моему. Водозабор перестал работать после 9 метров. Но пока есть электричество, можно жить. Шум моторных лодок кажется каким-то мрачным, постапокалиптичным, я бы даже сказал.
быстрее. Я тоже. Сесим, заберем. Народ, он гребет на грибных лодках. Ты чё, вылезти не можешь, дружище? Ты чё тут? Иди сюда. Иди сюда. Вылазь скорее. Иди сюда. Собачушка. Хочу обратиться к жителям крайнего дома по улице Буденного. Домик, который поближе. Того врача. Не, я по Буденного. Ты про Домик, который поближе к улице Жданова. Собаку мы вашу вытащили. Жена растерялась, не сняла весь процесс. Он, конечно, огрызался, кусался, но в итоге мы с ним договорились. Но я ее понимаю, и собаку, и жену. В такой обстановке несложно растеряться. Если даже сильные мира сего у нас растерялись, я видел 27 числа, как наш мэр на берегу с озабоченным видом рассматривал веточку, которую кто-то воткнул в воду недавно. И он удивлялся, почему веточка сверху мокрая. То есть он решил, что вода убыла. Хотя по факту, конечно, ее только воткнули, возможно, мокрую. Я видел посты в соцсетях зама нашего мэра, которая призывала всех к спокойствию. Еще позавчера говорила, давайте посчитаем. Вода прибывает по 10 сантиметров в 2 часа, следовательно, нам ничего не грозит. Я слышал, что уже появились кадры в соцсетях, как наш мэр спасает людей на аэромоторке. Это, конечно, правильно, но это же пиар чистой воды. Выборный год спасает, да, молодец, молодец, я не спорю, но дело-то в том, что мэр не должен людей спасать на лодке, и президент не должен проводить воду футбольный матч. в Тюменский поселок. Эти люди, они должны создавать условия. Ребята платили на Содружество, а там есть что взять. Эти люди, облеченные властью, они должны предвидеть ситуацию, создавать условия для того, чтобы минимизировать потери. Но по факту оказывается, что люди, которые у нас проходят во власть, это не самые умные, не самые способные, не самые компетентные люди, к сожалению. Можно реплику? Можно. В какие-то годы мы собираемся переселиться на другие. И мы ее губим, а теперь хотим куда-то забраться на Луну, на Марс. Вот. А здесь-то еще работая ее, чтобы вот такого не было, надо приложить какие-то усилия. Усилий много надо приложить.
Но самое большое усилие – это то, что у нас отсутствует здоровая конкуренция в борьбе за власть. У нас и на районные должности, и на городские, и на региональные. И чего ж там греха таить, на всероссийские. Ребята, отсутствует нормальная, здоровая конкуренция. У нас есть обратная селекция. Мы же знаем, как выбирались все эти люди. Все эти вбросы, подтасовки. Что происходило на одних выборах, на выборах мэра, на выборах президента. И в итоге мы имеем то, что имеем. Мы имеем руководителей, которые не могли вот это вот все предвидеть, минимизировать. Так, тихо. Волна. О, Черным морем запахло. Ну и сами мы, конечно, виноваты во всем этом. Мы сами виноваты. Молчанием своим, согласием своим. Своей вот этой вот тишиной. Нужно было не сидеть в соцсетях, а эвакуироваться. Я вчера был в прибрежной зоне, в приречной зоне. В 3 часа дня там было уже страшно. Было полметра до уровня воды. Не было объявлений о эвакуации. Забрасывали, укрепляли побережье, занимались какой-то херней, когда уже пили боржоми, когда почки отказали. И вот сейчас получаем то, что получаем. И сейчас будем говорить нашу коронную россиянскую фразу. Кто виноват? Путин, помоги. Виноваты все. Без гвоздей доска. Ответственность мы должны делить. Все, каждый. Нам это не просто так все. Каждый из нас заслужил это. В эти дни и тут, и там слышен веселый пьяный мат в исполнении талунчан. Их можно понять. Многие из них очень сильно пострадали. А те, кто не пострадали, испугались. Ну и люди вообще подвержены панике. Очень мало пассионариев. Те, кто в такие минуты действует и приносит какую-то пользу. Че, куда поплывем-то? Ну поплывем к дому, посмотрим, что там у нее кошки, Наталья говорит. Жалко, что одна беременная утонет. Привет. А как на эти дачи прорваться можно? Никак. Не прорвешься. Не прорвешься. Ну а вот ездили же так вот по... Куда именно? по На железке, лесопильщик? а сейчас, да? На лесопильщик не прорвешься. Я там был в тех краях, там через мост, как она называется, как водопад херачит. И туда прибывает, здесь на месте стоит, а там прибывает Салтыка еще. Ну сейчас то на Туда, да. оно сюда попрет. Оно ж сюда попрет. Поэтому тут надо час-два и нахер отсюда. Вода прибывает очень быстро. Чего мы с тобой прогнозировали урожайный год. Вот Погода хорошая стоит. урожай. Радовались за людей, что будет урожай. Вот, пожалуйста, урожай на улице Обручева, ЛДК. Какие тут кошки? Не, а что кошки, они все равно скребутся на это. Если они были на террасе, они залазят на крышу у него. Вон она, видно, на крыше там одеяло, но ее, говорят, уволокли. Натальин дом. Час ночи еще стоял, красавец. А сейчас. Что-то проехали почему-то. Не, идем в улицу, в аккурат попадаем.
Тут заборы, может, какие-нибудь. Не забор, вот я сейчас не вижу, вот Наташкин дома собака, видишь, еще. Тоже скоро придется спасать. Это Стрижихин, а вон Колькин зеленый, это крыша, гараж. Вот этот Ну, хороший гараж. Это что, Андулин? Или что это? все было хорошее, Кал. теперь уже в прошлом, так сказать. Твою мать, а. Есть съемка, идет, да? Идет. Нет, я свой-то не взял аппарат. Ну вот Стрижихин дом. Ну, а тут дом такой, что его уже и не дал. Вот. И тут, ёб твою мать. Ёб твою мать. Вчера мы с ним... Нет, А вчера мы близко с- не подгребай. Вчера мы с ним дрова. Так, дрова это. Ну а где вот я эту сейчас кошку увижу? Давай чуть дальше прогребем, посмотрим. Тут не до кошек. А дрова связали, смотри, держится, пока заплетели. Так, гараж, значит, осталось до верхних ворот сантиметр 30 до верхотуры. Окна полностью, считай, да? Окна полностью в воде. И дрова. Ой, сколько дров. Ой, не разберется. Таскал, возил, горбатился. Тут все свернуло, стайка Всё, свернула. разворачиваемся. Ну вот эти, стайка-то его стоит. Вот там. здесь вот осторожно. Это гараж. Здесь разворачивайся по центру. Поехали, подплывем, может к собаке, может вытащим. Может, Да залезем. ну его залезет, но кто ее знает, эта собака, как Ну, она себя вчерашняя поведет. поняла меня все-таки. Ну. Грызлась, кусалась, но пошла в руки. А я не думаю, что они ее оставили. Может там кто-то есть? Димка не может. Ну давай туда подплывем. А вот новый дом, да? Так, а Добрый. Добрый же здесь, по-моему. А, не, его вывезли на вертолете. Он до последнего, блин. Да. Ну, этот вообще. Вот так вот, ребята, Привет, плывем по улице Обручева. плывем по улице Обручева Или, можно сказать, идем. с друганом Михалычем. Прогуливаемся. Ищем, кого спасать. Ну, а собаки-то вот еще Собаки лают. есть. Так, сильно центрируйся. Ух ты, там щенок. Там маленький. Ага, маленький тоже. Плыви к нам. Плыви к нам. Да они еще тут будут по крышам-то бегать, спасутся. Жизнь заставит он. Он хочет к нам. Мгм. Боится. Посадить он, блядь, скрести начнет, еще и прорвет. Блядь. Так бы, ну, конечно. Там маленького-то можно было забрать. Ну я нахуй, Михалыч. Да, еще начнет грызти, блядь. Да. У нас не приспособлено судно. Ну, уже воет. Какие еще лают. Вот Доболевский дом. О, Как же вы, ребята, так вот палка плавает. животных-то своих бросили, а? Ну, а вот эти, что старые ветхие, видишь, они все уже плывут. Только Они ты еще вам нормально стоит. Охраняли дома ваши, Он тоже ползает. а вы их бросили. Вон. И никто их не спасет. А мы на этой лодке не сможем этого сделать. Течение, смотри, прилично прет, блядь. Ну, тут можно не грести. Одна успокоилась, уже смирилась, блядь. А этот... Сейчас за нами ломанется. На крышу лезь! Ух, там 4 штуки их. В одном только месте Ну, они- 4 штуки. Они лезут где вот. Привет хозяевам с улицы Обручева.
бросившим своих друзей. Лучше 33. Обручева 33. Огромный привет. Молодцы вы, красавчики. Сами Не, спаслись. это не говорит, что это там именно они. Собаки, где выше, туда надо раскачивать. Понятно. По факту сами спаслись, а животных бросили. Хорошо хоть отвязали. Заборчики красивые. Хороший дом, да, у Кольки? Видно, новая крыша, гараж. Ну, все дело, когда... Постройки. Да, шторы еще задернуты. 35. Выключила 35. А, тут только начали делать, наверное, я посмотрю. Дом-то. Кто-то решил построиться. Народу. Дальше не пойдет, успокойтесь. Сам Карик приезжал. Карик приезжал, сказал, дальше вода не пойдет. Ага, Карик прям бог всемогущий, да? Народ на лестнице, под лестницей. Списки должны быть где-то внутри. Регистрация прибывших. Судя по всему, стараются учесть всех. Кто приехал, кого разместили. Небольшой перекус для людей. Вода, печеньки, какая-то еда. Технику побросали. Хозяйственники наши. Вот так вот, ребята. Вот она вода. Вот она вода. И она продолжает прибывать. У меня нет свежих сведений на 12 часов. Какой у нас уровень? Но я думаю, в районе 14 метров. При норме 7. Автомобили, автобусы. Течение ужасное. Очень сильное. Сейчас вот те озера наполнятся. И вода поднимется здесь везде. Вот все это место, оно будет залито в течение часа. Поэтому, ребятки, сваливать надо отсюда. Ничего хорошего меня здесь не ожидает, если я здесь задержусь еще на часок. Вот у нас здесь огнетушитель. Не страшно с ним. А здесь уже пострашнее. Может унести всю эту конструкцию в любой момент. И вот такая красота. Так вот, ребята. Если вчера Тулун сжал зубы, то сегодня он плачет. Я вчера на ЛДК был у одних, колымел и подпил. Вот. Ну, говорят, что вода, он ездил, смотрел, это дамбу какую-то там, не дамба, а как ее, вот. В тех краях. Говорит, она вот, подъехала, разговаривает, но она подходит к ним. Минут 4-5 сосед его подъезжает. Все, вода прет. Вот все. Говорит, я кое-как выскочил оттуда.
Уходи, Серега, отсюда, уходи. Уходи, поднимайся вверх. Не надо туда идти, надо вверх идти. Поднимайся. Не-не-не. Посмотрю. Подумай. Но я тебе говорю, тут будет мокро в течение 2 часов. Везде вода. Вон, все затонуло. Ездят моторные лодки. Спасают кого могут. О, ЛДК. ЛДК. Восточная окраина, она никому не нужна, ни власти, никому, как он был по жизни. Сплошная свалка. Да. Пускай посмотрит на это. Чтобы представитель этот МЧС был, а теперь срочно он будет. Ты смотри, нам Родина делегировала Ага. и МЧСовского Производила, министра, и 30 тонн гуманитарной помощи, и самого даже не буду называть, все знают кого. Ну теперь-то мы точно спасены, теперь-то точно хорошо все будет. Там вот плавают дачи, лесопильщик. Здесь вот, ребята, реально страшно. Я уже нахожусь в тупике. Здесь сейчас перехлынет, поэтому нужно отсюда уходить, вести съемку в другом месте. Западные электросети. Улица Чкалова. Тулун, 29 июня 2019 года. Оптовая база Содружества. Крайние домики чкаловские. Там еще верхушка нормально функционирует, не пострадали. А низина уже вся. А времена, сам понимаешь, какие. Денег ни хера нету, ни в городском бюджете, ни в областном. С Москвы будем сосать. Путин, помоги. Кто он там поможет? Сами, ребята, сами. Денег нет, но вы держитесь. Ну-ка, на камеру то же самое, не страшно? Денег нет, но вы держитесь, ничего страшного. Красавец. Я тоже все балаболю, не боюсь никого. Хорошо, что вы такие, не пуганные. Молодежь. Кто что сделает? Наше поколение пуганное. Тебе сколько? 19? Мне 41. По вам не сказать. Ну, я стараюсь, держусь в форме. От силы я 30. Спасибо. Но мне 41, 42 год. И я вот отдаю себе отчет, что мое поколение для вашего ни хера не сделало. Вот все эти школы, детсады, все эти постройки, это вот поколение моего отца делали. Ну? А мы для вас уже ни хера не сделали. Как бы уже понятно, что вот надежды на нас уже нету, только на вас надежда, на непуганных. Мы только он себе сосновые бары подстраивали, да прочую дребедень. Частная. А про общее мы не думали. А сейчас вот за вами. — 29 число. Все еще увозят пострадавших.
Кое-кто остался. Передают еду. Шахтер. Он все. Народ весь. Кто где может, кто что может. Помогают. Одежда, еда. Все здесь. Все, кто можно, все. Все, кого спасли. Улица Горького. 29 июня. Первый этаж, окна уже в воде. Это Горького. Сначала не могла понять, что это за улица. Домики зацепились за мост. Жуткое зрелище. Давай, фокусируй. Домики зацепились за мост. Все в рядочек. В рядочек стоят все. Не могла понять, что это за улица за такая. Улица Жданова. 29 июня. Третий день паводка. Магазин Сосновый Бор. Народ до самого-самого стоит. Очереди. Все скупают. Воды нету. Простой воды уже почти нету. Осталась сладкая газировка. Смешались в кучу, кони, люди. Беда, ребята, да, беда, большая беда в Тулуне. Гидрик тонет. Центр тонет. Центр весь в воде. Это жуть. А это... Охренеть. Все по крыше. Там вот это плавает, эвакуирует. Все по крыше. Народ стоит в очереди, воду ждет. Набирают воду. Ребята привозят. Вроде как говорят, ЗЭС воду дает. Все стоят, все за водой.
сегодня вода спокойная. Вчера в это же время течение было в разы больше, быстрее. Коряги, палки, деревья. Поэтому, скорее всего, пик проходит. Но, конечно, людям, которые попали в зону затопления, от этого не легче. Да и всем остальным тоже. Привет. Тань, я вообще стою на Микрашке в воду возле водовозки. Да нет, в очереди зря стоите, вода заканчивается. А когда приедут-то еще? Информацию. Некуда сбегали. ЛДК. Первая Нагорная. А в тот не пускают. Там медицинские ждут больных, туда не пускают. Скорая была, а сейчас Поехали за остальными. А Видимо, мы спросили у вертолета. Видимо, серьезненькие есть. Так а все перекрыто. Нет, их не увезешь. Где тут мой зайчик? О, детям радость. Печка тяжелая. Не знаю, мы в Иркутске.
Самолет не глохнет, видимо, кого-то пострадавшего сильно приехали забирать. Потому что вертолет не глохнет, и глохнуть он, по всей видимости, не собирается. Регистрируют пострадавших. А как быть тем, кто без документов? Как доказать, что вы владелец дома? Вот эти детишки забирают одежду. Народу капец. Вот так вот, ребята, те, кто на жопе сидят дома, в Одноклассниках слушают слухи про пьяных МЧСовцев. Вот он, пьяный МЧСовец, передо мной стоит. Красавец. Сколько раз подтягиваешься? 25, наверное. Да я 24 недавно вытянул. Возвращаюсь к своим показателям. И вот они такие вот у нас, тулунские полуживые МЧСовцы. Да? Трое суток уже не спим. Все думают, что мы правильно. Я сегодня 3 часа спал. Это не все, это, Саня, думают, те, кто, блядь, в Одноклассниках сидит. Там 10 или 15 мудаков, которые такие слухи распускают, а остальные начинают паниковать. Еще идет паника на микрашке. Паника идет вообще. Сейчас паника идет, как будто якобы идет какая-то вторая волна, которая будет похлеще первой. Ну, 9-й вал, короче, и микрашку снесет. Ну, то есть, ну, большинство-то я вижу, большинство нормальные люди, адекватные. Помогают, шевелятся что-то. 95% Среди местных молодцы помогали. Ночью помогали, много народу помогал, нашли кого-то, оставались. Первый день сухой земли в здешних краях. Проехать в сторону моста оказывается не так-то просто. Понаставили машин, не могут проехать машины с гуманитарной помощью. Застряли. Машины не могут проехать. Нету места. Вот люди убирают уже. Толкают машины своими силами. Люди своими силами передвигают машины. Ой-ой-ой, простите. 30 июня, улица Гидролизная, район 18-й школы.
Давно всех, кого могли спасти, спасли. Сейчас спасают вещи. Правый берег, улица Гидролизная. Июня, час дня. Ватерлиния заметно опустилась. Город Тулун. Отходим после наводнения. Там вон от моста отделилась куча всего. Плывет крыши, стройматериал, дома. Вон еще. О, вот еще кусок. Ой, мы были с тобой там. Ну и куда сейчас мусор этот ложить? Ну ложи просто так. Куда деваться? А останься это с тобой снимали. Новые, старые дома. Всякие разные. Собачки. Вон оно все. Народ стоит. Опа. Заправка. Дома. Не, на мост не пройдешь, там глубоко. Хотя на мосту кто-то есть. На мосту кто-то есть. Так. Во всей красе. Сейчас. Видно, что вроде как свеженькое что-то было. Да, переплавляют народ на другую сторону, по всей видимости. Повезли. Народ спасает, кто что может. Что-то там достают. Вон сколько всего. Девочки, влажные салфетки есть детские. Гуманитарка.
всего. Памперсы. Нет, мы в них складываем. К сожалению, нет. Еда, туалетная бумага, консервы. Всего. Бедолага. 3 дня просидел в затоплении, да? Пойдем, заберу тебя. В шоке. 3 дня провел где-то на крыше. Сегодня дамба открылась. Ну, не расстраивайся. Не расстраивайся так. Все хорошо будет. От 700 миллионов выделили нам людям помочь. А про собак никто и не думает. Да и про людей не особо. Июля 2019 года, Тулун. Я все еще на дамбе. Тут немного дискомфортно. Ветер усиливается. Дальше не пройду, потому что там течение. Боюсь, что меня может снести. Я испорчу дорогостоящую технику. Очень сильное течение. Вода из реки Ия продолжает поступать в пойму, образовавшуюся в Тулуне. При этом уровень падает общий. Собака не может дом найти. Люди достают кто что может. Детские вещи, взрослые, все тут. Компьютеры, системный блок, принтер. Навряд ли это что-то подлежит восстановлению. О. Какое причудливое дерево. Все, ребят, хватит меня. Я уже 2 ночи сплю по 3 часа. И уже нервная система подостащилась немножко.
на одном адреналине. Даже до нервного тика дошел. Сами видели. Я не блогер, я не публичная персона. И не стремлюсь к какой-то популярности, известности. Просто подумал, что мне нужно сделать фильм об этих событиях, о наводнении в Тулуне. Честный фильм. Кажется, это получилось отчасти, наверное. Судить все равно зрителям. По лайкам будет видно, по просмотрам. Один я для себя сделал глобальный вывод за эти 4 дня. Даже точнее не вывод. Я убедился в том, что мы нация мазохистов. Русские. Нам чем хуже, тем лучше. Русские, я имею в виду русскоговорящие. Все, кто говорит и думает на русском, всех их я тоже считаю русскими. Что это значит? Это значит то, что за эти 4 дня 95-98% люди вели себя очень достойно. Делились вещами, подвозили какие-то продукты, помогали друг другу, шли навстречу. Я за эти 4 дня впервые в Тулуне на велосипеде катаюсь. Сколько уже? 5 лет на этом. И я 4 дня оставлял велосипед и шел куда-то и не боялся. Потому что и на лодке я плавал, я ни одного случая мародерства не замечал. Те, кто говорили в Одноклассниках про пьяных МЧСовцев, ну, это диванные эксперты, которые нигде не были за это время. Все. Граждане, полиция, МЧС, даже наша власть, я не отказываюсь от своих слов. Я считаю многих из них недалекими людьми. Но и мэр, и его помощники, они честно выполняли свою работу. Он честно все делал. Он старался, они стараются. Не всегда все получается, но они стараются. Особенно в такие моменты, когда нас прижимает, мы еще больше стараемся. И мы еще охотнее идем навстречу друг другу. Вот такие мы мазохисты. Нам нравится страдать, нам нравится, когда другие страдают. Мы умиляемся, мы стремимся им помочь. Мы очень рефлексируем, мы очень чувствительны к чужому горю. Вероятно, это наша сильная сторона. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Удачи!